мой дарлинг, с вами Симона, и мы с вами продолжаем читать, играть в нашу любимую, опять хотела сказать музыкальную новеллу. Почему я хочу назвать ее музыкальной? Потому что я уже хочу, чтобы рок-н-ролл уже был, понимаете, чтобы он уже вот прям присутствовал и оправдывал название. Хотя мне как-то в комментариях написали, что если идти по ветке с Химицу, то никакой группы не будет, потому что она нас туда не отпустит. И типа... То есть этим людям, которые выбрали Химицу, к чему это название вообще? Love, money, рок-н-ролл. Тут вообще ни любви, ни денег, ни рок-н-ролл, вообще ничего. Мы не будем начинать с негатива, мы начнем с самого содержательного слайда в этой игре. Многоточие. Что же дальше? И все-таки, кто-то вообще помнит, о чем была речь до этого? Как Кагаме так легко удалось проследить за мной? Я шел домой по пустынным улицам ночного Токио, то и дело оглядываясь. Или в действительности она ни за кем и не следила? Но как же тогда Кагаме узнала, где именно находится место преступления? Да даже если и так, зачем опять устраивать сцену, провоцировать недопонимание? Опять же, она как будто специально делала все, чтобы именно ее заподозрили в этих убийствах. Странный способ найти отца. Чем ближе холода, тем темнее становились ночи. Может быть, дело в вращении Земли или еще в чем, но именно ночью все отчетливее ощущалось, что лето закончилось. Если днем иногда солнце по-прежнему грело достаточно тепло, чтобы создать ложную иллюзию жары, то с приходом сумерек все становилось на свои места. Я не забрал у Эли куртку, а может, она сама не захотела давать. Поэтому уже минут через 5 ночной холодок аккуратно напомнил о себе. Извините, придумываю слова. Пришлось ускорить шаг. Возможно, со стороны парень в одной рубашке в такую погоду выглядел странно. Только вот за всю дорогу я не встретил ни единой живой души, хотя значительную часть пути прошел по центру города. Иногда по противоположной стороне улицы вяло плелся припозднившийся выпивоха, однако навстречу мне никого. Интересно, как тяжело я переносил жару, но как свободно бежал вперед легкой трусцой, когда температура упала до приемлемых для меня значений. В голове заиграла Loneliness of the Long Distance Runner. Я не знаю такую песню. Группы Iron Maiden. Тоже не знаю такую группу, представляете? Вот такой человек, вот не знаю совершенно, представляете? И я ухмыльнулся видимому несоответствию ситуации и собственных мыслей. Блин, а чё вот здесь не сделать сноску? Песня про то-то, то-то. Ну, не все же слушали эту песню. Я вот не слушала эту песню. Что мне теперь сделать? Если за мной сейчас и правда следят, то понимают ли они, что мне просто холодно, и я не пытаюсь убежать от чего-то или кого-то? Хотя, с другой стороны, если бы это было действительно возможно, я бы наверняка сейчас летел вперед, забыв обо всем. Я, как всегда, потерял нить где-то посередине. Если вы ее нашли, вы прошли проверку. В доме было так же холодно, как и на улице, даже холоднее, учитывая, что я, наконец, остановился и начал остывать. Можно растопить катацу, но не рановато ли? А что такое катацу? Это типа как печка какая-то? А чем она топится? Вот тоже сноска бы не помешала, интересно же. Я посмотрела на часы. Нет, сейчас самое время спать, но сначала в горячую ванну. Некоторые японские традиции оставались для меня непонятными даже спустя много лет. Например, ежедневно сидеть в горячей ванне. А чё, клёво вообще, очень даже здорово. Хотя я сейчас вообще перестала даже горячий душ принимать, я только в холодной воде моюсь, потому что жарко. Хотя сидеть, учитывая размер самой купели и мой рост, это громко сказано. Скорее скрючиться в 3 погибели. Однако после подобного марафона на холоде это именно то, что мне сейчас нужно. В отличие от японцев, я сначала залез в теплую ванну, просидел там минут 10 и только потом вымылся.
По идее, от жара меня должно было разморить еще больше, но в кровать я лег, как будто даже отдохнувшим. Мысли о Кагаме накатили с новой силой. Это, кстати, возможно от того, что он резко потом вышел все-таки в холод. Он же сказал, дома холодно. Это, знаете, как после бани, типа, в сугроб прыгнуть. Ну, это же так, типа, бодрит. Вот это вот все. Вряд ли человек может кардинально измениться за пару недель, но вот твое представление о нем может. Да, она мне с самого начала казалась немного не от мира сего, но чтобы такое, нельзя было всерьез подозревать Ивамуру в убийстве 8 человек, но и как оценивать ее поведение тоже непонятно. Может, я просто боюсь Кагаме? От этой мысли волны тревоги поднялись откуда-то из желудка. Кобаяши, Джун и Рина, они внушали вполне объяснимый страх. В этом не было ничего странного и ничего неестественного. Жертва страшится хищника. Все на своих местах с эволюционной точки зрения. Но в моих чувствах к Кагаме было что-то кардинально иное. Возможно, это тот страх, которого единственно мы и должны бояться, как говорил какой-то американский президент. Экзистенциальный страх, страх неизвестности, самый сильный страх, как утверждают психологи. Я не знал, на что она способна, и не мог соотнести у себя в голове образ тихой старосты с маниакальной жестокостью убийцы, а я так по-прежнему и не могла ставить долбанные таймеры. Даже несмотря на некоторые факты, несмотря на ее странное поведение. Самые страшные существа в японском фольклоре – это оборотни. Японцы больше всего боятся, когда знакомое оказывается чем-то иным. Может, я слишком долго прожил в этой стране? Может быть. Вообще есть еще такое явление, типа как эффект зловещей долины, и там вообще можно испугаться чего угодно. И там именно в том-то и смысл, что 23 сентября 1987 года. В том-то и смысл, что ты боишься чего-то знакомого, что притворяется... Короче, что-то незнакомого, что притворяется знакомым. Типа ты смотришь на что, ты думаешь, что ты это знаешь, но это не то, чем кажется. Короче, вот это вот все. Вот это. Я проснулся с головной болью и ощущением, что всю ночь меня били палками. Уже не первый раз он, кстати, так просыпается. Господи, как же все это надоело, я же говорю. Каждый день одно и то же, с каждым днем новые проблемы. Я приподнялся в кровати и несколько раз, что есть силы, ударил подушку. Вот это утро у человека, блин. Я-то думала, я сегодня тяжело проснулась. Впрочем, вряд ли она в чем-то виновата, но даже если так, то ответить подушка все равно не сможет. Я не хотел вставать и идти в школу, не хотел вставать в принципе. Я уже не верил, что в моей жизни может что-то измениться в лучшую сторону. Поначалу вся эта движуха с группой воодушевила меня, но в итоге мне кажется... Не кажется ли она той самой вершиной, на которую не стоило забираться, чтобы потом не было так больно падать? Наконец, мне все-таки удалось вытащить себя из постели. Весь вопрос состоял в выборе худшего из двух зол в ситуации, когда и выбирать не было сил никаких. Там было немножко не так. Но если так плохо сейчас мне, то каково Кагаме? Да, непонятно, что ведет она... себя, мягко говоря... Да, понятно, что ведет она себя, мягко говоря, странно. Однако у нее действительно пропал отец. И ее необъяснимые выходки, уверен, скоро приведут к тому, что полиция заподозрит Ивамуру. Итак, я решил предпринять последнюю попытку и все-таки выяснить, что же творится с Кагаме на самом деле. От ночного холода не осталось и следа. Я слишком долго провалялся в кровати, и когда вышел-таки на улицу, было уже не так рано. Солнце, похоже, чувствовало свою вину за то, что вчера недостаточно нагрело землю и заставляло меня мерзнуть, так что светило совсем по-летнему. Последние теплые деньки сентября всегда создают обманчивое впечатление того, что осень никогда не наступит. Мне улыбались прохожие, я изредка улыбался им в ответ. Все-таки решение вылезти из кровати оказалось верным, многоточие. Ну вот, опять этот стоит здесь. В классе на меня сразу налетел киоски. Ну, Ник, какие новости? Никаких, а должны быть какие-то новости. Это ты мне скажи. Он уставился на меня с таким видом, как будто я ему денег должен. Если ты опять собрался играть в детективов, то, пожалуйста, без меня. Вот уже и спросить нельзя. Я демонстративно, неторопливо начал рыться в портфеле, и в итоге ему пришлось вернуться на свое место. Кагаме появилась в классе перед самым звонком. Интересно, ей так же тяжело вставать каждое утро?
Весь первый урок я неотрывно наблюдал за Ивамурой, но не заметил в ее поведении ничего необычного. Скованность, рассеянность, излишнюю сосредоточенность на чем-то, ничего, что могло бы выдать естественное в данной ситуации напряжение. Пока я ерзал на стуле и с нетерпением ждал перемены, она старательно делала записи и слушала учителя. Неужели вчера на месте преступления мы видели ту же самую девочку? Наконец, звонок на перемену. Я вскочил и метнулся к ее парте. «Нам нужно поговорить». «Что, опять?» Устало закатила глаза Кагаме, но спорить не стала. А уже бесполезно с ним спорить. Мы вышли на крышу. Это место за последние недели уже начинало вызывать у меня настоящее отвращение. Люди часто ассоциируют самые нейтральные ситуации и явления с чем-то опасным или неприятным. Мне всегда казалось это странным, но если ты постоянно, изо дня в день, в одном и том же месте ведешь одни и те же бесполезные разговоры, то вполне задумаешься, а не место ли виновато? Ну, я не знаю, если у тебя шизофрения и как бы поменялись вот эти вот причинно-следственные связи, то, ну, наверное, да, ты можешь так подумать. Ты можешь объяснить, как ты вчера оказался у того склада? Кагаме всем своим видом давала понять, что этот разговор ей не интересен, сцепила руки за спиной и смотрела вдаль на деловой центр Токио. Я же уже сказала, проследила за тобой. Не может такого быть. Я проверял, никто за мной не шел от дома. Значит, плохо проверял. Пожала она плечами, не оборачиваясь. Да, и в любом случае, ты действительно думаешь, что сможешь убедить меня, будто ты настоящий детектив? Вы все видели своими глазами. Мы видели тебя вчера там. Это правда, сказал я уже спокойнее. Но ты могла и сама выяснить, где произошли убийства. И как бы я это сделала? Не знаю, это не важно, важно другое. Я тяжело вздохнул и продолжил. Чего ты добиваешься? Почему ты специально навлекаешь на себя подозрения? Многоточие. Такое поведение странно и даже глупо. Но ты ведь не глупа. Спасибо за комплимент. Кагаме обернулась и одарила меня милой улыбкой, совершенно не соответствующей ситуации. Может, это я их всех убила? Такое тебе в голову не приходило? Приходило, проговорил я. Почему я опять нажала и не прочитала? Проговорил я и отвел взгляд. Ну и что надумал? Я ответил не сразу. Так, сказать, что она может оказаться убийцей, сказать, что она ни при чем. Да она ни при чем, ну что это за бред? Конечно, все это очень странно, но я не верю, что ты способна на такое. Ты хочешь сказать, я не способна убить сразу 8 человек, но 1-2 смогла бы? Ты как будто сама хочешь, чтоб я в это поверил. Зачем мне это? Не знаю. Вздохнул я и сел на лавочку. Несколько минут разговора с ней отняли столько же сил, сколько, наверное, отнимают многочасовые дебаты в парламенте. А какое тебе вообще дело до них? Друзьями вы явно не были. Люди ведь погибли, ученики нашей школы. Мы могли бы быть на их месте, разве ты не понимаешь? На лице Кагаме на мгновение промелькнула неуверенность и что-то еще неуловимое, тщательно скрываемое. Может быть, чувство вины? Однако совсем не той вины, которой мучается раскаивающийся убийца. Ну, слушайте, ну, конечно же, когда такое происходит, естественно, у любого человека адекватного происходит переоценка ценностей. Ну, тебе казалось, что самое страшное, что может произойти, это очередная нападка этих чуваков. И в сердцах ты, возможно, что-то даже думал. Типа, вот бы с ними что-нибудь плохое случилось уже, и они от меня отстали. И тут это действительно происходит. И, конечно же, ты осознаешь, что ты не в полной мере виноват там в их смерти или еще что-то. Но ты все равно, как бы, случается вот эта вот переоценка, ты думаешь, да почему я вообще так думал? Ну, жили бы себе и жили, да и хрен бы с ними, ну, уроды они были и уроды, ну и дай им бог здоровья. Ну, вот что мне-то что? Почему я-то, как, что называется, грех на душу брала, зачем? Что я про них плохо думала, что я что-то там плохое им желала, типа вот, как будто бы то, что было до этого, уже не кажется таким страшным, и это нормально. Типа, скорее всего, это, такая вот реакция случилась у нее, а не вина за убийство. Я не знаю, я вообще не верю, что она может быть убийцей, не знаю. Главное, что не тебя с Кобаяши подозревают. Причем тут вообще Элли? Тебе бы хотелось свою ненаглядную держать подальше от всего этого, я понимаю.
Да что? Рада, что ты последовал моему совету. Между нами ничего нет. Я просто не понимаю, к чему ты сюда ее приплела. Чем упорнее ты это отрицаешь, скривилась она и бросила на меня гневный взгляд. Думаешь, я все это говорю из лишней скромности? Да кто бы отказался от... Все-таки сказать вслух, что я не против углубить наши отношения с Элли, было сложно. Вдвойне сложнее сказать это Кагаме. Ну, как знаешь. Пожала она плечами и быстро прошла мимо меня к выходу с крыши. Этот разговор, как и все предыдущие, закончился ничем, но почему-то теперь я был почти уверен, что Кагаме не убийца. Достаточно было одного незаметного движения бровей, подергивания уголков рта, неуловимого взгляда. Для меня возможно. Хватит ли этого полиции? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что они будут нормально проводить расследование, но я не думаю, что она убийца. Ну. До конца учебного дня я больше не общался с Кагаме. Кёски периодически надоедал своей пустой болтовнёй, но мои мысли были заняты другим. Если не она, то кто? Действительно. И чем больше я думал об этом, тем сильнее становилось ощущение, что эти убийства не случайны. Да, конечно, не случайны. Их, свезли специально 8 человек на какой-то склад и там застрелили. Случайно. Конечно же, это, не случайно. Понятно, что нельзя все происходящее вокруг проецировать на себя, но в данном случае в совпадение верится с трудом. Ты выигрываешь миллионы в лотерею и на следующий день встречаешь девушку, которая влюбляется в тебя с первого взгляда. Кэтрин возвращается в Японию, и вечером того же дня я нахожу у себя на крыльце предостерегающую записку. Погибают 8 учеников моей школы, и... Существовало достаточно много возможных вариантов, как закончить эту сентенцию. Я надеюсь, я правильно хотя бы ударение поставила. О некоторых даже думать не хотелось. Здравствуйте, девушка. После уроков возле школьных ворот меня ждала Элли, которая стояла и нетерпеливо крутила головой туда-сюда. А вот и ты, пройдемся? Я покорно последовал за ней. Что такая музыка-то? Прям-таки. Надеюсь, ее не вырежут мне в Ютубе. Когда мы немного отошли от школы, Элли развернулась и заговорила непривычно серьезным тоном. Знаешь, я всю ночь думала над нашим разговором, и я уже понял, что она хочет сказать. Ты все рассказала деду? Ну, ее глаза забегали, а на лице появилось виноватое выражение. Ты же сам вчера говорил. Я такого не говорил, взорвался я. Но как же ты... Действительно, вчера я не стал в очередной раз настаивать, чтобы она помалкивала, но вряд ли это можно было воспринимать как призыв к действию. И что конкретно ты сказала? Мне понадобилось сделать над собой усилие, чтобы успокоиться. Да, в сущности, ничего такого, вдруг разозлилась Элли. Моих друзей убили, ты не забыл? Я сказала, что у одной девочки в нашей школе были с ним конфликты. Скорее наоборот, у них были конфликты с Кагаме. И что она странно себя ведет. А что мы вчера встретили Ивамуру на том складе, ты наверняка благоразумно умолчала. Да, тихо ответила Элли и поджала губки. Совершенно незачем дедушке знать, где я вчера была. Ну-ну, грустно усмехнулся я. Ну а что, скажешь, что я виновата? Нет, ты не виновата. Но этим ты могла приговорить Кагаме. И опять ты пытаешься выставить дедушку каким-то хладнокровным головорезом. Будьте здоровы, там в соседней комнате. А ты реально думаешь, что он за свою жизнь ни разу не нарушал закон? Кого я сейчас защищаю? Кагаме? Или надеюсь обличить Кобаяши Джуна, из-за которого, скорее всего, погибли мои родители? И сделать это в разговоре с Элли? Она довольно долго молчала. Я уверена, что ей ничего не грозит. Зачем тогда вообще было рассказывать? Потому что... Ты моя маленькая. Элли обхватила себя руками и сделала такое жалобное лицо, что мне тут же стало стыдно за свои нападки на нее. Я просто не могла дальше держать это в себе. Ходить в одну школу с этим чудовищем. Господи, ты же должна понимать, что она просто физически не могла. 8 человек. Ты вчера сам ее видел на месте преступления. Разве так выглядит невиновный человек? Разве он так себя ведет?
С этим утверждением было сложно спорить, это был вопрос. Ивамура может быть в чем-то и виновата, а может быть она просто пришла позлорадствовать. Раньше мне такое в голову не приходило, испытывала ли Кагаме в самом деле извращенную радость от смерти своих обидчиков. Ответить на этот вопрос однозначно сейчас я не мог. В таком случае она уж слишком уверена в своей безнаказанности. И что теперь будет с Кагаме? У полиции свои методы, ей требуется какое-то время. Да и, честно говоря, у меня не было никаких причин надеяться на то, что Ивамуру в итоге не заподозрят. Какие методы у Кобаяши Джуна можно было понять, просто взглянув на Кагемару? Достаточно ли подозрений Эли, чтобы дед отдал приказ? Я попытался поставить себя на ее место. 8 учеников школы, в которой учится его внучка, убиты за одну ночь. Некоторые из них к тому же были ее друзьями, а убийца разгуливает на свободе. Достаточно? Как по мне, более чем. И пусть Эли думает, что ее дед не способен на убийство девочки, что с того? Однако, если разобраться, могу ли я как-то этому помешать? И должен ли? Конечно, мне совесть не позволит просто сидеть и ждать, пока Кагемару свернет ей шею. Но что, если я опять на пустом месте нагнал паники? Я вот думаю, как раз это вот и есть. Да, у нее с Эли есть свои основания подозревать Кагаме, но что известно Кобаяши Джуну? Не посчитал ли он болтовню внучки простым проявлением подростковой впечатлительности? У страха ведь глаза велики, так или иначе, я хотя бы разучилась читать пути, сейчас научусь обратно. Я хотя бы могу предупредить Кагаме. Ты не забыл, что у нас сегодня репетиция? Эли с улыбкой заглянула мне в глаза. Нет, не забыл. Соврал я, хотя даже не вспоминал об этом сегодня. Только мне нужно домой зайти сначала. Конечно, все равно еще рано. Ну ладно тогда, до встречи. Я вдруг почувствовал себя крайне неловко. До встречи? Но Эли, к счастью, этого не заметила. Многоточие. Или сделала вид. Ой, какая-то Костика какая-то сидит. Ой, какая Костика сидит на мопеде. Не было Костики на мопеде. Я шел по обычной Токийской улице и представлял, что каких-то 100 лет назад здесь рос густой лес или тулились друг к другу хлипкие деревянные лачуги. 100 лет – это больше жизни одного человека, но много ли это для истории? Если здесь действительно тогда стояли деревья, то им могла быть не 100 лет. И 1000, и 10 тысяч лет назад в таком случае на этом месте царствовала дикая природа, как и по всей земле. Что же случится еще через столетие? Здесь построят космопорт, однако никто из нас до этого не доживет. А вот Кагаме имеет все шансы не дожить и до завтра. Предупредить Кагаме, ничего не делать. Странно, что нас просят как бы вот это решить, поэтому я считаю, лучше перебдеть, чем недобдеть. Ну чё, ничего не будет же как бы от этого, она же не пойдет опять в офис Кобаяши Корпорейшн, правильно? Ну мы ей просто скажем, типа, что он ей скажет? Или настучала деду, что ты себя странно ведешь, она скажет, ну я этого и ожидала, ну и все, и на этом закончится разговор. Ну, мы обидели Эли. Ну, мы к этому стремились, правильно. Если на тебя нападает хулиган, и ты не даешь сдачи, то злишься ты в первую очередь не на хулигана, а на себя за трусость и малодушие. Я мог бы просто проигнорировать новые сведения от Эли и, возможно, поступил бы правильно, учитывая поведение Кагаме в последние дни. Но дело ведь не только в ней, а скорее в том, что в моих силах сделать пусть даже малость, поступить правильно. Чё? Скорее в том, что в моих силах... Плевать. Прости, Эли, не сегодня. Кагаме ушла сразу после звонка, так что искать ее в школе не было смысла. Я развернулся и быстрым шагом направился к станции. Японские школы, помимо преподавания общеобразовательной программы, предлагают детям потратить свое свободное время не на телевизор и видеоигры, а на участие в деятельности различных клубов. Начиная от спортивных, футбол, бейсбол, стрельба из лука и тому подобное, до совсем экзотических, вроде клубов изучения манги или секции Оуэндана. Оуэндан – это... черлидинг. А чё в этом экзотического?
Я сам частенько играл в футбол, но никогда не хотел превращать это занятие в обязаловку. Как только что-то обрастало расписанием, задачами, симпаями, кураторами из числа учителей и прочими непременными атрибутами социальной жизни и соревнований, меня мгновенно начинало от этого воротить. Даже если раньше и нравилось. Естественно, ни в каком клубе я не состоял, как и Кагаме, так что в школе после уроков ей было делать нечего, многоточие. То есть это весь был абзац просто для того, чтобы выяснить, почему мы поехали именно к ней домой, а не в школу. Почему бы просто не поехать к ней домой и не мучить нас? Я вышел на ставшей уже знакомой остановке и оглядел рыбный райончик, вдохнул полной грудью соленый воздух и прислушался к бессмысленным крикам торговцев морской снедью. По-моему, правильно прочитал. И интересно, кто-то из них в детстве ходил в литературный кружок? Ресторан дедушки Кагаме сегодня выглядел необычно оживленным. Я зашел и огляделся. Большинство мест были заняты пожилыми мужчинами, которые шумно поглощали рамен и прихлебывали пиво, а в перерывах перебрасывались шутками. А вот и Кагаме. Она даже не успела переодеться и так основала между столиками в школьной форме. Заметив меня, девочка на мгновение остановилась, затем нахмурилась и уверенной походкой подошла. «Ты мне работать мешаешь. Пока даже не начинал. Не здесь». Ну какая, серьезная. Она вытащила меня на улицу. Ну, что еще? Она отряхнулась от прилипших к одежде крошек. Мне казалось, мы уже все обсудили. Да, но появились новые обстоятельства, так сказать. В своей привычной среде обитания Кагаме выглядела не такой уверенной, как обычно, а главное, не такой наглой. Легко строить из себя того, кем не являешься, на нейтральной территории. Да, наверное, да. Когда позади только родной дом, волей-неволей приходится переоценивать риски. Я слушаю. Ты только не волнуйся, многоточие. Не стоит сразу делать выводы. Ты понимаешь, что такие слова уже сами по себе заставляют волноваться? Ну да, прости. В общем, Элли все рассказала деду. Выпалил я на одном дыхании, не последовав своему же совету не волноваться. И? На лице Кагаме не дрогнул ни один мускул, как будто я сообщил ей, что завтрашняя контрольная переносится на следующую неделю. Что и? Ну и все. Тебе этого мало? А какой реакции ты ожидал? Что я начну рвать на себе волосы? Я думаю, ты понимаешь, что это значит. Понимаю. Тогда тебе, возможно, лучше будет уехать из Токио на какое-то время. У тебя есть родственники? Не собираюсь я никуда уезжать. Мне нужно искать отца, ответила она на удивление спокойно. Если дело в деньгах, то я готов помочь, у меня немного отложено. Бывало, что начав что-то, я уже не мог остановиться. К чему было предлагать ей деньги? Дело даже не в том, что у меня и на себя еле хватало. Актами неслыханной щедрости бравируют либо очень богатые и тщеславные, либо очень бедные и недалекие. Да-да-да, мы знаем, к какой категории относится Никакун. Не нужны мне твои деньги, но ты в опасности, как и мой отец. Ты не сможешь ему помочь, если... Я вздохнул и покрутил головой по сторонам. На наш разговор никто не обращал внимания. Одно дело полиция, но не факт, что Кобаяши-джун будет разбираться, виновата ты или нет, если почувствует, что его внучке угрожает опасность. Кагаме как будто на мгновение задумалась, но продолжила все тем же нетерпящим возражений тоном. Я не собираюсь под него прогибаться, будь он хоть сам Господь Бог. Упорство достойное лучшего применения. Какое тебе-то дело? Думаю, этот случай сблизил вас с Кобаяши, ты должен быть доволен. Осклабилась она. I don't know what does it mean. Знаешь, ты ведь действительно как будто рада их смерти. Слез лить не буду. Одно дело... Это одно дело. Я не прошу тебя лицемерить и напоказ скорбеть. С моря доносились гудки рыболовецких траулеров и крики чаек. В порту кипела жизнь. К чему это нам сейчас? Я не понимаю. Если сейчас на макушку какому-то погрузчику упадет тюк с рыбой, то мы даже об этом не узнаем. А если узнаем, то не сильно расстроимся. Это нормально.
Возможно, также нормально не слишком горевать из-за смерти своих врагов. Но мне начинает казаться, что ты искренне рада этому. Кагаме ничего не ответила и отвела взгляд. Я не буду притворяться, что понимаю твою ситуацию. Тогда и не притворяйся. Зачем ты ко мне лезешь? Зачем? Вдруг вскрикнула Кагаме, вскинула Кагаме голову, а в уголках ее глаз наворачивались слезы. Зачем эта фарисейская забота? Если ты хочешь помочь, найди моего отца. Убей Кобаяши Джуна, уничтожь всю корпорацию. Я не знаю что-то, кроме бесполезных слов. Я больше не могу из раза в раз слушать эту пустую болтовню. Как ты беспокоишься обо мне, хочешь помочь. А где эта помощь? В чем она выражается? Ты языком потрепал и вернулся к своей жизни, оставив меня с моими проблемами. У меня тоже, знаешь, жизнь не сказка, вставил я на автомате. Многих людей очень раздражала эта моя привычка постоянно огрызаться и доказывать свою правоту, даже в тех ситуациях, когда стоило бы промолчать. «Ну так и разберись сначала с собой, а потом ко мне лезть!» – вскричала она и вернулась в ресторан, хлопнув на прощание дверью. Многоточие. Все правильно сказал, все по факту, девочка моя, все шикарно. Мое дело предупредить, утешал я себя, возвращаясь к станции. Однако столь эмоциональная реакция Кагаме как будто не соответствовала ситуации. Господи! То его не устраивает, что она спокойно к этому отнеслась, то ему не нравится, что она слишком взбесилась, и все это не соответствует ситуации. Я не могу. Она могла выйти из себя, обматерить меня на худой конец, но выглядело все так, будто я нанес ей какое-то личное оскорбление, словно обманул ее ожидания. Но что может Кагаме ожидать от меня, когда я уже и сам ничего не жду и ни во что не верю? Может быть, дело как раз в этом. Женщины более тонко подмечают такие вещи. Впрочем, истина наверняка, как обычно, где-то посередине, где-то рядом. Также возможно, что дело совсем в другом, о чем я даже не догадываюсь. За окном поезда один токийский район сменялся другим по мере того, как мы приближались к центру. Я смотрел на ряды разномастных многоквартирных домов и в глубине души радовался, что мне не приходится жить в этаком человейнике. Интересно, тамошним жильцам скрашивает одиночество тесное соседство с другими людьми? Лично я часто чувствовал себя одиноким и находясь в толпе. Какая разница, как далеко от тебя человек, в метре или в километре, если у вас нет ничего общего? Самое парадоксальное, что существовало совсем не так много людей, с которыми я хотел бы быть близок, а остальные меня чаще всего просто раздражали. Какой-то социопат. Я зашел домой и уставился на телефон. Конечно, можно было позвонить Элли из автомата и предупредить заранее, что сегодня меня на репетиции не будет. А сейчас уже поздно. Ну ладно, тогда позвоню вечером или завтра поговорю в школе. И я продолжал стоять около телефона в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу. Наверное, дело не только в том, что я не пришел на репу, ведь она бы спросила, почему. А что я мог ответить? На самом деле можно было соврать, выдумать 1000 уважительных причин, однако я чувствовал, что не смогу. Иногда ты просто понимаешь, что язык не повернется, слова застрянут в горле, и ты будешь прятать глаза в надежде, что она больше ничего не спросит. Короче, я не мог сказать Эле, что пропустил репетицию из-за того, что поехал к Кагаме. Многоточие. А еще из-за того, что я трус. Каждый человек живет в своей субъективной реальности. Разница в том, что у кого-то она ближе к объективной. В моей реальности прошло не так много времени, но объективно часы показывали 8 вечера. Элли наверняка уже вернулась домой. Я подошел к телефону, неохотно снял трубку и покрутил ее в руках. Набрал номер и стал ждать ответа. Наконец, на том конце послышался незнакомый голос. «Поместье Кобаяши. Элли-сан, мне бы поговорить с Элли-сан. Госпожи нет дома. А когда она вернется? Не имею чести знать». Высокопарно ответил голос. «Спасибо». Я повесил трубку, и тишина пустого дома в одно мгновение стала оглушающей. Не то чтобы у меня были причины переживать за Элли, она могла после репы пойти куда-то с остальными ребятами или зайти в музыкальный магазин. Еще ведь не так поздно, правда? Я почему-то думаю, что она сейчас заявится. Я вернулся на кухню и включил телевизор. Диктор рассказал про суд над каким-то пилотом, который приземлился в Москве. Воспринимать услышанное было невероятно сложно. Складывались слова в предложения в
электрические импульсы, которые находили соответствие в нейронных сетях моего мозга. Вот бы сейчас тоже улететь отсюда, к чертовой матери, и приземлиться на Красной площади. Забрать с собой только сумку с вещами, и я представил легкий одномоторный самолет. В соседнем кресле сидит какая-то девушка. Может быть, это Элли? Не так сложно вообразить, что со мной полетит Химицу. Даже Кэтрин. Да Кэтрин, ты приплел опять сюда, господи, только забыли. Господи, да даже Кагаме, найди она своего отца. Но Элли, она не только стоит, наверное, стоит бесконечно выше меня на социальной лестнице. Она как будто с другой планеты. Но когда просто общаешься с ней один на один, об этом так легко забыть. Это же она, нормальная девчонка, не кичится там, ничего, это нормальная девчонка. Ой. Наборный диск телефона по-прежнему смотрел на меня сукоризной, словно требовал немедленных действий. Не буду же я звонить каждые полчаса. В конце концов, это просто невежливо. Я потянулся к вешалке, чтобы взять куртку, но там ее не оказалось. Ну да, точно. И куда ты попёрся? Я вышел за дверь и сел на крыльцо. В доме Химицу горел свет. Мы ведь с тех пор так и не поговорили. Что она подумала, увидев Элли у меня дома? Ни Кэтрин, ни Кагаме, ни любую другую девочку, а именно Кобаяши Элли. Лучше бы сказал, что торгуешь наркотиками. В это и то легче было бы поверить. Химицу не готова была допустить сам факт того, что у нас с Элли может быть что-то общее. А потом она видит эту королеву всей школы у меня дома. Если еще она узнает, что мы теперь играем в одной группе, хотя вернее будет сказать, я играю в группе Элли, порыв пронизывающего до костей ветра заставил меня вернуться в относительное тепло дома. И все-таки, родившись и проведя первые годы жизни в северной стране, даже спустя столько лет, невозможно не скучать по центральному отоплению. Говорят, что состояние тела влияет на состояние души. Мне было холодно, и не оставалось ни сил, ни желания что-либо делать. Если бы мой Баз вдруг стал человеком, как в каком-нибудь диснеевском мультике, то он наверняка бы обругал меня и за то, что я прогулял репетицию, и за то, что сейчас валяюсь в кровати, бездумно переворачивая страницы очередного фантастического романа. Представлялся он мне этаким пузатым, низкорослым бургомистром с лихо закрученными усами, облаченным в разноцветный сюртук и полосатые кальсоны. Вообще, я не питал особенной любви к фэнтези, отдавая предпочтение научной фантастике. Магия, колдуны, всемогущие боги – вся эта волшебная дребедень казалась мне плохенькой, но очень удобной реализацией Deus Ex Machina. Я не знаю, что это. Хотя в детстве я, как и любой советский ребенок, зачитывался легендами и мифами Древней Греции. Серьезно, вы не объяснили, что такое какая-то японская печка? Типа конкретно, научно-популярная книга Николая Кун. Ну да, такая, ну и чё? С краткими изложениями античных мифов. Не знаю, мне кажется, даже у нас было религиоведение, мне кажется, мы даже читали эту книгу там, а что это? Не знаю. Я бы лучше про баню почитал бы. Вот уж где точно творилась совершенно антинаучная содомия. Но когда ко мне в руки попал Солярис Лема, что-то изменилось. Кстати, у меня есть на канале демка игры по книге Лема, которая скоро выйдет. Ну, не книга выйдет, а игра. Можно по подсказочке перейти, в принципе. И я как будто приоткрыл завесу тайны над бескрайним космосом. Да, приоткрыл. Малой частью которого мы являемся. Зарождение и эволюция жизни на других планетах, героизм исследователей, смело идущих туда, куда не ступала нога человека. Это же, прямо из Стартрека. Первый контакт. Все это казалось мне кладезем загадок, которого хватит на многие тысячи и миллионы лет. Ты разгадываешь одну, только чтобы понять, что за ней скрывается сотня других.
Разительный контраст по сравнению с чародеем, который просто бубнит очередное заклинание и создает огненный шар. С эпистемологической точки зрения ему наплевать, как именно работает это заклинание, коль оно работает. Однако меня такой порядок вещей никогда не устраивал. Возможно, во мне медленно и в муках умирал великий изобретатель. Вместе с нами, со всеми, от сраной скуки, от этих бесполезных рефлексий. 24 сентября, мать его, 87 года. Мне снился бескрайний разумный океан, обладающий интеллектом настолько далеким от человеческого, насколько это вообще возможно. Любовь, ненависть, гордость, власть, деньги, месть, родственные узы, инстинкты, заложенные природой – все это было для него неважно. Я не мог понять, что движет его существованием, а что он думал обо мне, понять было невозможно в принципе. Звонок будильника стал для меня неприятным сюрпризом, а для нас чудесным спасением. Не помню, чтобы вообще его заводил. Однако пора вставать и собираться в школу. Возможно, сегодня Кагаме будет вести себя адекватнее, многоточие. Однако в классе ее не оказалось, а перед началом первого урока зашел директор и объявил общешкольное собрание. Где-то я это уже видел. Ой-ой-ой, не надо, пожалуйста, сказал без всякого сарказма Кёски. У меня по спине пробежал холодок. Ожидание неясной беды сковало все тело. Ник, идем? Да, конечно, нехотя ответил я и встал. Ой-ой-ой-ой-ой. Во дворе вновь появилась странная кафедра, на которой стоял Кияма-сенсей и серьезным взглядом встречал выходящих из здания детей. Мы с Кёски встали примерно в середине толпы школьников. Вскоре к нам подошел и Майкл. А вот Кагаме нигде видно не было. Блин, пожалуйста, нет. Тебе не кажется странным, что Ивамура сегодня не пришла? Ой, помолчи уж, отмахнулся я. Директор в последний раз оглядел собравшихся, закрыл глаза и как-то уж чересчур тяжело вздохнул. Я не могу, подождите, у меня просто мурашки побежали. Как вы все знаете, несколько дней назад произошла страшная трагедия. 8 учеников нашей школы приняли мучительную смерть от рук неизвестного убийцы. Я обещал, что мы найдем виновного, и мы с помощью полиции, конечно же, это сделали. Его речи звучали, как всегда, патетически, что в данной ситуации казалось особенно неуместным. Мне тяжело это говорить, но виновной оказалась другая ученица нашей школы. Он остановился, словно ожидая какой-то реакции, но собравшиеся слушали его тихо. Все взгляды с молчаливым вниманием устремились на старого директора. Причиной такого страшного преступления стала банальная личная неприязнь. «Да давай уже не тяни!» – ворчал рядом Кёски. У меня же ком в горле стоял. Я и так знал, что дальше скажет Кияма. Ивамура Кагаме, ученица выпускного класса нашей школы, сейчас она задержана и с ней ведут работу полицейские. Да вы серьезно? Вы серьезно? Я считаю, что это бред полный. Вы облажались. И ты, и полиция, вы облажались конкретно. Нет. Значит, все-таки она. Ни хрена это не значит. Однако я не мог в это поверить, вспоминая, как Кагаме вчера чуть не расплакалась. Такое бывает, ты до самого последнего момента ждешь определенного исхода, готовишься к нему, но когда развязка наконец наступает, она все равно становится неожиданностью. Я сколько угодно мог обвинять Кагаме, в глубине души считать ее убийцей и подкреплять это мнение доводами разной степени разумности. Я был совершенно не готов к тому, что это окажется правдой. Я понимаю, что для всех вас это шок, но не меньшим шоком это стало и для меня. Уж конечно, фыркнул Кёски. Ну, Ник, что я тебе говорил? Поднял он на меня взгляд, полный ожидания. Это не телевикторина, твою мать! Ты приз за правильный ответ не получишь, зашипел я на него. Да и нет тут правильного ответа. Я не верю, что Ивамура способна, я имею в виду, способна физически убить 8 человек одновременно. Директор тем временем продолжал. Мы не могли и подумать, что рядом с нами, с нашими детьми, притаилось подобное чудовище. Однако мы никак не могли знать,
Казалось, что главной задачей Киямы-сенсея было выгородить школу, ну естественно. Уверяю вас, что если бы у нас возникли какие-либо подозрения, японцы вообще сильны задним умом. Мне вдруг резко стало не хватать воздуха, я пойду. Да это бредни какие-то! Бросил я Кёске и аккуратно протолкался сквозь толпу к школьным воротам. На улице, где было меньше людей и куда не долетали тошнотворные речи директора, стало полегче. Я продышался, опершись рукой о забор. «Я же говорила!» – раздался за спиной знакомый голос. «Не пугай так!» – подскочил я и обернулся. Рядом стояла Элли с мрачным выражением на лице. «Я ни в коем случае не злорадствую, но я тебя предупреждала с самого начала. Надеюсь, ты не пытаешься мне сообщить, что Ивамуру обвинили именно из-за тебя». В моем голосе прорвались плохо скрываемые злобные нотки. «И это тоже мы уже проходили. Что ты во всем обвиняешь дедушку? Значит, сейчас он не виноват. Я больше ничего ему не говорила». Однако ее тону не доставало уверенности. «Это радует», – кисло ухмыльнулся я и глянул на собрание в школьном дворе. Директор продолжал вещать, но что именно, расслышать было невозможно. Ну и черт с ним. «Ник, ну серьезно, так будет лучше для всех, но не для Ивамуры. Ты до сих пор считаешь, что она не виновата?» Многоточие. «Не доверяешь полиции? У меня действительно не было особых причин им доверять. Нет такого преступления, на которое капиталист не пойдет ради 300% прибыли. В таком случае хорошо, что у нас тут не марксизм-ленинизм». Меня немного удивила глубина познаний Элли, но я все же не сдержался. «Это не Маркс сказал». «Да какая разница?» Вышла она из себя и топнула ножкой, но тут же спохватилась. «Извини, я понимаю, что тебе в любом случае нелегко, и мне не стоило всего этого говорить. Прости», – выпалила она на одном дыхании, развернулась и убежала назад в школу. Что ж, по крайней мере, теперь я знаю, что Элли не виновата. Впрочем, если к задержанию Кагаме все же причастен Кобаяши Джун, то он вряд ли стал бы докладывать внучке о своих действиях. Я немного успокоился и нашел в себе силы вернуться во двор. Как раз к окончанию пламенной речи Киямы-сенсея. Школьники еще некоторое время стояли, недоуменно переглядываясь. Почти все они молчали, лишь некоторые перекидывались шепотом короткими фразами. Я подошел к Кёске и легонько положил ему руку на плечо. «Многое пропустил». «Посмотришь в повторе», – саркастически отозвался он. «Я даже не удивлюсь, если он реально пригласил телевизионщиков. Ой, эти приезжают везде». Однако у меня никак не шла из головы мысль, что Кагаме сама напросилась, что она делала на месте убийства. Вдруг мы все же были там не одни, и за нами наблюдали не только ночные призраки. Ой, опять я не могу. Уйдите, пацаны, реально. Уже вот душите. Все, уйдите. На большой перемене мы с Кёски и Майклом собрались в столовой, и даже не столько, чтобы поесть, а чтобы обсудить произошедшее. Как мне не надоело все это переливание из пустого в порожнее, я понимал, что от этого разговора не отделаешься. Мне не хочется повторяться, но я с первого дня был уверен, что убийца Ивамура. Вот только не надо этого, а? А что, разве не так? Скажи, Майк. «Не так», – с готовностью отозвался Майкл. «Вечно вот ты», – надулся Кёски и отвернулся. «Я все равно не верю в виновность Ивамуры. Не знаю, какие у полиции доказательства, но этого не может быть, потому что не может быть в принципе. Сами посудите, 8 человек одновременно. Она что, их из пулемета расстреляла? К тому же они все должны были как-то там очутиться той ночью. Более чем уверен, не по своей воле». Но, Ник, убеждать в этом надо не нас. Да понятно. Я посмотрел по сторонам, в столовой было еще безлюднее, чем в прошлый раз. Интересно, как событие, которое не имеет к тебе непосредственного отношения, может изменить поведение? Неужели дети боялись, что маньячка Кагаме набросится на них с ножом прямо в школе? Однако по какой-то причине они все же решили, что голод сейчас не главное. Множество пустующих столов, даже подтверждение моей теории. Чё? Я что-то не то, наверное, прочитала.
лучшее подтверждение моей теории. И все-таки я не понимаю, почему ты ее так защищаешь? Потому что я не нашелся, что ответить. Не Кёске, а самому себе. Впервые у меня появилось чувство, что дороги назад уже нет. Виновата Кагаме или нет? Подставили ее или нет? Причастен Кобаяши Джун или нет? Все это уже не имеет значения, потому что изменить ничего нельзя. А я никак не смогу помочь ей. «Потому что действительно считаю, что она не виновата», – тихо сказал я. Что? Не слышу!» – вскрикнул Кёске, навалился на стол и демонстративно поднес руку к уху, по которой тут же получил от меня хлесткий шлепок. «Уймись уже, наконец! Ай, ну больно же!» «В любом случае, на данный момент мы бессильны», – ровным тоном произнес Майкл, словно угадав мои мысли. Возможно, он таким образом хотел по-своему поддержать меня, потому что вряд ли ему было какое-то дело до судьбы Кагаме. «Спасибо». Майкл лишь слегка кивнул в ответ. «Нет, я, конечно, понимаю, что у нее могли быть сообщники. Например, Триада. Кёске уже так взорвался, что, похоже, сам начинал верить в собственный бред. Вам никогда не казалось, что у Ивамуры есть какие-то китайские корни? Если внимательно приглядеться, Кёске хватит. Но тут уже никто не слушал. Хотя, с другой стороны, вариант с якудзой... а при чем здесь китайцы? Что, китайцы у нас все головорезы или что? Я не уловила моментика, не помню такого, не знаю. Я метко бросил кусок брокколи Кёске в рамен, наверное. И несколько капель жирного бульона попали ему на одежду. Друг несколько секунд приходил в себя, но затем вдруг собрался, подтянулся и хитро прищурился. «Получай!» и швырнул в меня палочкой для еды. Я уклонился, и палочка попала в спину сидящей за нами девочки. Этой девочкой оказалась Сая-тян. Химицу, на счастье, рядом не было. «Синдзухара-сан!» пролепетал Кёске. Сая обернулась, бросила на него гневный взгляд, но ничего не сказала. «Простите!» Мой упитанный друг выглядел даже слишком испуганным. И откуда он вообще знает ее фамилию? Хотя меня больше удивило, что у нее вообще есть фамилия. Для меня она всегда была просто Саей-тян. «Вы знакомы?» «Мы? Нет, но...» Кёске заметно потел. «Только не говори, что влюбился в нее», — рассмеялся я куда громче, чем следовало. «Да тихо ты! Ой, я не могу!» Теперь на нас смотрела не только Сая-тян, но и остальные обедающие школьники. «Кто бы говорил, я ж тебя не осуждаю за Ивамуру», сравнил тоже. Немного успокоился я наконец. А почему бы и не сравнить? Многоточие. Да, Сая-тян не самая симпатичная девочка в мире. В смысле нормальная? Показывали нормальная девочка. Чё, у нее все нормально, 2 руки, 2 ноги. Чё, она то, что в очках? Эти двое тоже очкарики. Что? Вообще. Не понял. Что такое? Что происходит? Так, все. Я из солидарности буду продолжать в очках. Только они, наверное, заляпанные, если честно. Так. Где? Где я остановился-то? Так. Такой характер вытерпит Ника... А при чем здесь характер? Что, очки отменяются? Да нет. Но ее хотя бы не подозревают в массовых убийствах. Я почувствовал себя пристыженным. Знаешь что? Ладно. Я скрестил руки на груди и отвернулся. Извини, я не знал. И посмотрел на Майкла, того, как будто вообще не интересовал наш разговор. Да из чего ты взял, что я... Лезть за словом в карман тоже было не в его привычках. Проехали, твердо сказал я и вернулся к еде. Многоточие. Трэш. Учебный день закончился довольно быстро. Мои одноклассники вели себя непривычно тихо, на лицах большинства застыло подавленное выражение. Наверняка ни у кого из них и мысли не возникло, что Кагаме может быть невиновна. Несложно представить, что изгой, с которым побрезгуешь сидеть рядом, совершил нечто ужасное. Никто даже не удивится. Для многих обладание какими-то физическими или умственными недостатками, а зачастую даже просто нелюдимость или отсутствие социальных навыков уже являются отягчающим обстоятельством. Каково это? Да, я теперь, путаю все время, все, что касается Кагаме, говорю каковы.
Каково это – ощущать, что весь мир против тебя? Многоточие. Ты наговори еще чуть-чуть фигни и узнаешь. По дороге домой я отчаянно прятал глаза от прохожих. Казалось, что они как минимум осуждающе смотрят на меня, а то и готовятся напасть. Что если и меня в глубине души все считают отщепенцем? Чем я так уж принципиально отличаюсь от Кагаме? Наличием пары друзей и знакомством с Элли? По характеру мы, наверное, во многом похожи, если взглянуть со стороны. Оба пострадали от Кобаяши Корпорейшн, оба имеем крайне туманные перспективы и планы на будущее, оба недовольны своей жизнью в настоящем. Но что я мог сделать еще? И так вчера предупредил ее, но это в итоге все равно ни на что не повлияло. Да, трэш. Мой старый дом сегодня тоже как будто осуждал меня. Если бы родители были живы, то наверняка бы сделали ремонт или хотя бы поддерживали двор в чистоте. Не могу сказать, что мне было уж совсем наплевать на это, но забота о внешнем и внутреннем облике моего жилища в списке моих приоритетов находились где-то в самом конце. Когда я открыл дверь, то сразу понял, что что-то не так. Однако отступать было некуда. Вот она, стоит уже. И действительно, на кухне сидела Ирина и со скучающим видом листала ежедневную газету. «Добро пожаловать, извините, что без приглашения», – бросил я и, не обращая на нее внимания, подошел к холодильнику. «Рада тебя видеть, Николай. Вообще-то я у себя дома. Конечно, с ней стоило вести себя аккуратнее, но эти регулярные визиты уже начинали действовать на нервы. Надеюсь, у тебя было время подумать над нашим предложением?» Честно говоря, я уже забыла, что было за предложение. Честно говоря, не было. «О, и чем же ты был занят? Музыкой?» – улыбнулась она, но ее глаза смотрели на меня с хищническим вниманием. «В том числе, а еще убийствами в моей школе. Вам ничего об этом не известно?» – спросил я наугад, больше чтобы отвлечь Ирину от нападок на меня. «Известно ли нам что-нибудь об убийствах в твоей школе?» – задумчиво повторила она, словно пытаясь понять смысл сказанного. «Кажется, японская полиция недавно задержала подозреваемого». «Именно, Ивамуру Кагаме, мы о ней говорили в прошлый раз. И, кажется, вы учитесь в одном классе. Хватит придуриваться!» Притворное выражение тут же пропало с лица Ирины, сменившись ледяной собранностью. «Ну да, это мы ее подставили, но зачем?» От неожиданности я отпрянул назад и ударился спиной о холодильник. Коробки, стоявшие на нем, затряслись, но устояли. Она везде совала свой нос и начала нам мешать. «Как может обычная японская школьница помешать могучему КГБ?» – воскликнул я. «Потише, у стен есть уши. Я думал, это ваши уши». В другой ситуации Ирина могла бы оценить шутку, но сегодня, видимо, хохмить она была не намерена. «При других обстоятельствах я бы с тобой согласилась, но отец Ивамуры был не последним человеком во всей этой истории, и если бы она не взбаламутила серьезных людей, то сейчас была бы на свободе. Почему бы тогда ее просто не убить?» «Действительно», – задумчиво протянула она, словно переадресуя мне этот вопрос. «В любом случае, это послужит тебе хорошим уроком. 8 человек, вам не кажется, что это слишком для урока? В чем они были виноваты?» «Сопутствующие потери. Ну да, как же я сразу не догадался. Ладно, Николай, у меня нет настроения с тобой болтать. Странно, но Ирина вообще редко говорит о себе. Обычно мы, нам». «Тогда зачем вы здесь?» А я так и не решил, как к ней обращаться. «Кажется, я говорила в прошлый раз. Очень хорошо, что ты сблизился с внучкой Кобаяши Джуна. Ваши отношения прогрессируют?» Она расслабила плечи, откинулась на спинку стула, поправила волосы и улыбнулась. Удивительно, как за долю секунды эта женщина превращается из майора КГБ Ирины Мостовой в глупенькую работницу французского посольства Эрен Дюпон, любящую выпить и смазливых мальчиков. «У нас нет никаких отношений. Это не мое мнение, это факт», — ответил я нехотя. «Очень странно играть в одной группе и не иметь вообще никаких отношений.
Все-то вы знаете. Мы знаем многое, но недостаточно. И ты нам поможешь эту ситуацию исправить. Каким же образом? Ирина смотрела на меня некоторое время с таким видом, как будто я только что сказала несусветную глупость. Мы давно пытаемся внедрить своего человека в окружение Кобаяши Джуна, но он очень осторожен. И вот здесь на сцену выходишь ты. На днях в поместье Кобаяши состоится благотворительный бал, и мне нужно, чтобы ты на нем присутствовал. Неужели так сложно получить приглашение на благотворительный бал? Просто сделайте пожертвование. По правде говоря, я ровным счетом ничего в этом не понимал. И строил свои предположения на основе книг и фильмов. Мы не в Америке и даже не в Европе. Каждого гостя досконально проверяет служба безопасности корпорации. А меня, конечно, пустят, ехидно ухмыльнулся я. Пустят, если ты придешь как кавалер внучки хозяина. Без меня женили. Рада, что тебе весело. Позитивный настрой способствует успеху операции. Только не забывайся. Допустим, я попаду к нему в особняк. Что дальше? А дальше? Она порылась в сумочке, вытащила небольшое устройство и аккуратно протянула его мне. Похоже на миниатюрную фотокамеру. Подробности тебе знать ни к чему, но у нас есть достоверные сведения, что недавно у Кобаяши Джуна состоялась тайная сделка с американцами. У него в кабинете должны храниться какие-то бумаги, касающиеся этой сделки. Твоя задача их найти и аккуратно сфотографировать. Опять же, даже если я каким-то чудом проберусь в его кабинет, как я пойму, что именно искать? У него там этих бумаг может быть гора. Ирина фыркнула и достала из сумочки квадратную мгновенную фотокарточку, на которой был изображен листок бумаги с логотипом «Планета Земля», опутанная несколькими окружностями. Под логотипом явно когда-то был некий текст, но на фотографии его замазали черным маркером. Ищи вот такое изображение. Что оно означает? Оно означает, что ты теперь знаешь более чем достаточно для выполнения задания. Разве что... Следом за фотографией она извлекла из сумочки листок с планом поместья Кобаяши. Чертили его явно от руки, но чрезвычайно аккуратно. Тебе нужно попасть вот в эту комнату. Она обвела нужное место на схеме красным фломастером. Что будет в случае неудачи? Мой голос звучал так, словно говорил кто-то другой. Вот я прям так и прочитала. Холодно и отстраненно. А ты сам не понимаешь? И я имею в виду, что будет, если я не смогу найти документы. Ирина вновь вернулась в образ девочки-припевочки. Тогда будем надеяться, что ваша любовь с Кобаяши Элли-сан не окажется лишь юношеской влюбленностью. От этих слов меня пронзило отвращение. Во рту даже появился странный кислый привкус. Выходит, я для вас просто расходный материал? Николай, ну что ты? А мою смерть спишут на сопутствующие потери? Знаешь... Мне надоело вести с тобой душеспасительные беседы и убеждать в важности того, что мы делаем. Еще бы знать, что мы делаем, вставил я, но Ирина продолжала, не обращая внимания. Выбор у тебя невелик. Или помоги нам, и мы поможем тебе. И в Амуре вы то же самое предлагали, и она отказалась? Ты не она, и скажи спасибо. Так вот, или ты помогаешь нам, или остаешься один на один со своими проблемами. От вас я пока никакой помощи чего-то не наблюдаю. Если ты справишься, то мы можем вывести тебя в СССР. Если, конечно, тебя здесь ничего не держит. Ирина вдруг рывком встала со стула, взяла со стола фотографию и убрала ее в сумку. Ты все понял? До связи. План поместья Кобаяши остался мне. Многоточие. Я думаю, на этом, ребята, стоит заканчивать. Во-первых, я хочу сделать ремарку о том, что я сейчас начала смотреть «Ривердейл». Это, знаете, такой сериал, если вы не смотрели, посмотрите, хотя бы первый сезон, он, в принципе, неплохой. Но во втором там была ровно точно такая же ситуация. Я не к тому, что это плагиат. Нет, не к тому. Просто я к
какому-то, знаете, паттерну вот этих вот главных героев. Во-первых, Никакун наш точно такой же, блин, как эта собачонка, вот этот рыжий, как его, Арчи, который его звали. Ну просто, типа, вот он, сегодня ему нравится это, завтра ему нравится другая. Вот это, и, блин, и КГБ он нужен, и ФСБ, и ФБР, и все ему вот вообще вот, просто сыпятся на него все эти возможности просто со всех сторон, а он такой: не знаю, что выбрать, и кого, и как, и зачем. Короче, очень интересно, что вообще, в принципе, популярны такие персонажи в последнее время. Лично у меня это вызывает просто смех. Ну, типа, это странно. Там он в этом сериале, он каждые 3 серии так искренне влюбляется. Господи, я не могу. Просто такое большое сердце у человека. Ну, просто обосраться. Короче, не знаю, но становится хотя бы не так скучно. Ну, конечно же, в перерывах между рефлексиями, но в целом не так отстойно, как поначалу. А вы что об этом думаете? И смотрели ли вы Ривердейл? Тоже, кстати, пишите в комментариях. Можете мне еще что-нибудь посоветовать. Я знаю, вы любите мне советовать какие-нибудь там сериалы, фильмы и так далее. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока!